Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. Первые две Doom перевыпустили опять. В 2019 году Bethesda уже релизила обновление этих игр. Там сделали встроенную поддержку модов, различные современные удобства и так далее. А теперь в честь QuakeCon 2024 их обновляют еще раз и, для удобства, объединяют в одну игру. В комплект к классическим играм и вышедшим расширениям добавили новый эпизод — Legacy of Rust. Это свеженькое расширение от id, Night Dive и Machine Games. Еще появился мультиплеер на 16 человек, добавлен новый ремикс саундтрека, дали возможность изучить всякие галереи с концепт-артами и оптимизировали движок под современные платформы. А главное, внимание, есть русский перевод. Уточнение для тех, кто хочет погрузиться в драматичную историю игры и не упустить ни одного слова. Новая версия уже вышла на всех актуальных платформах и бесплатно для тех, у кого куплено предыдущее переиздание. А еще QuakeCon 2024 подарил нам новые детали о Doom The Dark Ages. Там состоялся закрытый показ геймплея. Попасть на показ могли те поклонники, которые лично пришли на мероприятие, но, похоже, никаких ограничений на информацию не было. Зрители рассказали, что им удалось увидеть. Я перечислю некоторые моменты, но с полным списком подробностей можете ознакомиться по ссылке в описании. В интерфейс игры вписано полупрозрачное лицо Думгая. Оно ведет себя примерно так, как лицо из классических Doom. Раскрыли еще два вида оружия, однозарядный дробовик и двухзарядную плазменную винтовку, которая поражает зону вокруг места попадания. Дальше. Драконы меха — это не одноразовые механики. Они встречаются в прохождении регулярно. Зеленые вражеские снаряды можно парировать, чтобы отправить их обратно во врага. Из крупного механика добиваний полностью переделана. Теперь там нет отдельных анимаций. Оглушенные противники отмечаются фиолетовым кругом. К ним можно прорваться со щитом или убить любым ударом ближнего боя. Кроме того, оглушение делает врага уязвимее к оружию дальнего боя. Механика добиваний работает и в мехе. В целом, боевую систему описывают словосочетанием «защищай свою позицию». Она стала медленнее, чем в двух предыдущих играх и делает ставку на парирование и защиту. Doom The Dark Ages должна выйти в 2025 году на ПК и консолях текущего поколения. Студия Good Fun Corporation анонсировала экстракшн-шутер Hunger. Изголодалась команда по... Не додумал шутку, простите. Проект, судя по трейлеру, представляет из себя смесь Hunt Showdown и Outlast, которую выплеснули в альтернативную Европу времен правления Наполеона. И с чумой. В мире после конца, так принято называть здешние земли, чудовищная эпидемия унесла жизни почти всего населения. Выжившие укрылись в шато, но приходится делать вылазки за стены, чтобы выжить. В местных рейдах игроки будут сражаться против обезумевших от голода или восставших из мертвых людей. В арсенале есть мушкеты, пистоли и различные гранаты. Когда нет времени на перезарядку, стоит взять в руки топор, булаву и щит. Создатели обещают интересную систему прокачки персонажа с сотней уникальных талантов. Можно слепить себе скрытного ниндзя, что работает только в одиночку, бесшумно открывая двери и сундуки, или стать незаменимым членом команды с навыками ремонта брони. Кстати, про членов команды. Авторы нисколько не стесняются воспроизводить анатомию человека, поэтому играть в Hunger, например, во время перерыва в офисе, плохая затея. Релиз в раннем доступе на ПК состоится когда-то в будущем, пока локализация на русский язык не заявлена. Журнал Edge взял интервью у разработчиков Dragon Age The Veilguard. Каждый раз удивляюсь, что после миллиона опубликованных интервью возникает миллион первое. В разговоре с изданием разработчики рассказали о городе под названием Минратос. Это столица Тавентера. По словам гейм-директора Карин Буше, игровой облик города во многом продиктован всего одной репликой из Inquisition. Макдариан назвал Вал Руяна, сердце Орлея, тихим местечком на фоне Минратоса. Так и грандиозный размах стал одной из ключевых черт города. Еще разработчики рассказали об уроках, которые они извлекли из провала лутер-шутера Anthem. Напомню, что игра запустилась в 2019 году и получила прохладный прием. В 2020 авторы затеяли основательную переработку экшена, а в 2021 издательство Electronic Arts махнуло рукой и похоронило Anthem. Творческий руководитель The Veilguard Джон Эплер признал, что студия, которая славилась ролевыми играми, напрасно переключилась на кооперативный боевик. Говорит, что проект, конечно, прикольный, но люди приходили в студию делать RPG, потому что она делала
хотела качественные RPG, а не мультиплеерные экшены. В итоге команда вернулась к тому, что умеет. Хотя делать управляемых компаньонов, видимо, разучилась. Или просто не захотела. В The Veilguard играбельным будет только Рук. Гейм-директор Карин Буше заверила, что пользователь не заскучает и с одним управляемым персонажем, потому что действий на единицу времени станет больше. Изменения в боевой системе могут огорчить преданных фанатов серии. Разработчица это понимает, но, по ее словам, плейтесты The Veilguard проходят успешно. Dragon Age The Veilguard стартует осенью. Заявлен текстовый русский перевод. Шутер Владик Брутал от разработчика-одиночки добрался до релиза. По сюжету герой должен будет противостоять диктатору в вымышленной стране Восточной Европы. Пострелять дадут как в модифицированных солдат-мутантов, так и в уродливых чудовищ. Внешний вид проекта может смутить. Анимации не очень, графон странный какой-то, но, судя по очень положительным отзывам в Steam, играется круто. Из особенностей игрового процесса разработчик выделяет многообразие противников и союзников, 12 видов оружия, проработанную стрельбу, созданные вручную локации, брутальную систему повреждений и различные головоломки. Доступно Владик Брутал только на ПК в Steam. В наличии русский текст и озвучка. Корейскую Sims заказывали? Она есть, речь про Инзой, если что. Авторы напомнили о своей игре, поделились системками и подвезли скриншоты. В минималке вписали процессор Core i5-10400, 12 гигов оперативки и RTX 2060. Вот и устарело 10-е поколение. Хотя с таким графоном, наверное, иначе и быть не может. Релиз Инзой состоится в конце года. Поддерживаемых языков пока два — английский и корейский. Ютубер Джор Раптор целых 4 часа поиграл в Star Wars Outlaws и поделился впечатлениями. Благодаря его видео стали известны новые детали о приключении. Например, не стоит ждать, что Кей будет отъявленной преступницей, потому что от ее руки умирают только злодеи и проходимцы. Как бы блогер ни пытался пристрелить мирных жителей или представителей местной фауны, никто из них не погиб. Красть у местных тоже не выйдет. Так что кататься по планетам позволено только на своем транспорте. Ну реально Outlaws. Главное, чтобы вам не надоело. Открытый мир игры блогеру показался пустоватым, хотя в нем все же можно найти точки интереса или заскриптованные события. Например, любитель быстрой езды предложит гонку, а силы Империи высаживаются где-то в поле, чтобы разобраться с пиратами. Star Wars Outlaws может похвастаться обширным пулом врагов, но Джор Раптор выразил опасение, что за несколько часов прохождения стычки с недругами могут наскучить из-за применения одной и той же тактики. Вот что ютубер похвалил, так это дизайн мира. В проекте, говорит, ощущается дух Звездных войн. В городе Мирагана, столице Луны с названием Ташара, много людей, чьи разговоры можно подслушать, чтобы получить дополнительную информацию. Также город насыщен мини-играми и случайными событиями. Больше подробностей в заметке на сайте, но если уже настроились поиграть, то ждать осталось совсем недолго. Игра выйдет 30 августа на всех актуальных, мощных платформах с русскими сабами. А интересные материалы на stopgame.ru уже вышли. Александр Виллисов страдал, но таки выбил невозможную ачивку в Сифу. А Кирилл Волошин изучил World of Goo 2 и рассказал о своих впечатлениях в текстовом обзоре. Ссылки на материалы есть в описании. Ставьте лайк, подписывайтесь и хорошего вам понедельника. Пока!